Всем привет! Меня так давно не было на канале, что я очень сильно соскучился по вам, по своим видео, по своим рецептам, поэтому я снова потихоньку возвращаюсь, и я вернулся к вам с лимонным кремом, или как его еще называют, лимонным курдом. Итак, для него нам понадобятся лимоны, сахар, крахмал, яйца и сливочное масло. Итак, для начала мы начнем с лимонов. Лимоны моем, просушиваем и аккуратно, как можно тоньше срезаем верхнюю желтую часть, лимонную цедру. Старайтесь снимать как можно тоньше, чтобы как можно меньше попало именно этой белой части. Так как если ее будет слишком много, то крем у вас с большой долей вероятностью будет горчить, а это нам совершенно не нужно. Вместо лимонов вы можете использовать абсолютно любые цитрусовые, апельсины, мандарины, лаймы. Также самое вместо цитрусов вы можете использовать любое ягодное или фруктовое пюре. Например, заменить сок цитрусовых на малиновое пюре. Или клубничные, воспользоваться вкуснейший клубничный курд, малиновый курд. Все это можно сделать по вашей фантазии, экспериментируйте, как говорится. Цедру перекладываем в сотейник, где мы будем варить крем. Из остатков лимонов мы выжимаем сок. И сок мы процеживаем через сито для того, чтобы избавиться от всех косточек и мякоти. После чего сок отставляем в сторону. К лимонной кожуре добавляем весь сахар и все это тщательно перетираем, пока сахар не станет влажным. Делаем это все мы для того, чтобы лимонная кожура отдала все вкусы, ароматы, эфирные масла в сахар. Так крем получается намного насыщеннее, чем если этого не делать. Конечно же, этот шаг можно будет пропустить, но так как мы все равно будем выкидывать кожуру лимона, то почему бы не сделать так, чтобы лимоны отдали весь свой вкус в этот крем. Для тех, кто боится, что крахмал пойдет комочками в креме, его можно будет разбавить небольшим количеством лимонного сока. Всю эту смесь мы переливаем обратно в сотейник к лимонной кожуре, добавляем туда оставшийся лимонный сок и яйца. Все это тщательно перемешиваем и ставим все это на средний огонь. При постоянном помешивании крем доводим до кипения. Как только у вас начнет кипеть, он будет начинать густеть. Провариваем его еще 1-2 минутки, для того, чтобы крахмал полностью активировался и крем полностью загустел. После чего перекладываем его в сито и тщательно перетираем, для того, чтобы избавиться от косточек, лимонной цедры и от всего лишнего, что есть в этом креме. Пока крем еще достаточно горячий, добавляем к нему мягкое сливочное масло и все это тщательно перемешиваем, пока крем не станет однородным. Вот такой вот крем у нас получается. Накрываем сверху пленкой в контакт, для того, чтобы не образовывалась корочка и не образовывался конденсат, и убираем в холодильник желательно на целую ночь. Итак, у меня прошла уже целая ночь. Аккуратно снимаем пищевую пленку и тщательно перемешиваем крем. Сам крем по консистенции получается не очень плотный и хорошо подходит именно для внутреннего применения. Например, для начинок в торты, муссовые торты, пирожные, тарталетки, эклеры, пирожные шу. Этот крем именно этой консистенции хорошо для этого подходит. Сам же крем получается очень вкусный, нежный, сливочный и насыщенно лимонный. Также само вы можете регулировать сами консистенцию крема, добавляя крахмала больше или меньше. Например, на данной картинке вы видите мой второй крем, который я добавил намного больше крахмала. На 5 грамм крахмала я добавил больше. И он уже получился плотнее. Такой крем хорошо подойдет тоже не только для начинок, но также само для элементов наружного декора. Например, опять же, для тарталеток или на эклеры сверху насадить крем. Сам же этот крем получается тоже очень вкусный, только немного плотнее. А какой крем использовать, это уже решайте вам. По желанию вы можете добавить еще больше крахмала или еще меньше крахмала, смотря какая консистенция вам нужна. Экспериментируйте. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно пробуйте, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока и до следующих видео.